Когда в 1783 году Джон Митчелл, ректор церкви в Торнхилле и по совместительству один из наиболее изобретательных натурфилософов своего времени, отправил письмо Генри Кавендишу в Лондонское королевское общество, он описал объект, который казался чистой арифметической причудой. Митчелл рассуждал о звезде настолько массивной и плотной, что скорость убегания с ее поверхности превышала бы скорость света. Такая звезда, писал он, была бы абсолютно невидима для внешнего наблюдателя, поскольку ни один световой корпускул не сумел бы покинуть ее гравитационное поле. Идея была изящной, но вскоре оказалась отложена на полку, где интеллектуальные курьезы дожидаются своего часа десятилетиями, а иногда и столетиями. 13 лет спустя Пьер Симон Лаплас независимо пришел к аналогичному заключению и включил его в первое издание «Изложение системы мира», но затем убрал из последующих изданий «по-видимому», решив, что подобная конструкция слишком экзотична, чтобы отвлекать читателя от магистральной линии небесной механики. Корпускулярная теория света в итоге уступила волновой, и рассуждения Митчелла и Лапласа утратили физическую опору, потому что непонятно было, как гравитация может воздействовать на волну. Вопрос закрылся, не успев по-настоящему открыться. Настоящее возрождение этих идей произошло только после того, как Альберт Эйнштейн в 1915 году завершил общую теорию относительности, заменив ньютоновскую силу тяготения геометрией пространства-времени. Уже в 1916 году Карл Шварцшильд, находясь на Восточном фронте Первой мировой войны и страдая от аутоиммунного заболевания, которое вскоре его убьет, нашел точное решение уравнений Эйнштейна для сферически симметричного невращающегося тела. Решение Шварцшильда содержало особенность. На определенном радиусе, зависящем от массы тела, метрика пространства-времени становилась сингулярной. Этот радиус впоследствии получил его имя. Долгое время большинство физиков, включая самого Эйнштейна, полагали, что сингулярность Шварцшильда – это математический артефакт, не имеющий физического смысла. Эйнштейн даже опубликовал в 1939 году статью, в которой пытался доказать, что никакой реальный физический процесс не может привести к формированию подобного объекта. Тот факт, что создатель общей теории относительности отвергал одно из наиболее поразительных следствий собственной теории, говорит о многом. Интуиция, воспитанная классической физикой, сопротивлялась выводам, которые формально безупречная математика предъявляла в качестве неизбежного результата. Параллельно в 1930 году 19-летний индийский физик Субраманьян Чандрасекар, плывший на пароходе из Бомбея в Англию, произвел расчет, показавший, что белый карлик с массой, превышающей примерно 1,4 массы Солнца, не может противостоять гравитационному коллапсу посредством давления вырожденного электронного газа. Этот результат, известный сейчас как предел Чандрасекара, означал, что для достаточно массивных звезд гравитация в конечном счете побеждает, и никакая известная сила не в состоянии остановить сжатие. Артур Эддингтон, к тому моменту один из самых авторитетных астрофизиков мира, публично высмеял Чандрасекара на заседании Королевского астрономического общества, назвав подобное заключение абсурдным. Эддингтон сказал буквально следующее: «Должен существовать закон природы, который запрещает звезде вести себя столь нелепым образом». Закон природы, однако, существовать не пожелал. Через несколько лет Роберт Оппенгеймер и Хартланд Снайдер в статье 1939 года показали, как идеализированное облако пыли, лишенное давления, коллапсирует и формирует то, что мы сегодня называем черной дырой. Хотя сам этот термин появится только в 60-х годах с легкой руки Джона Уиллера. Важно отметить, что даже после этих работ черные дыры десятилетиями оставались теоретической экзотикой, обитавшей на периферии физического мейнстрима. Отношение к ним изменилось в 60-е годы, когда сразу несколько независимых линий исследований сошлись в одной точке. Рой Керр нашел решение уравнений Эйнштейна для вращающейся черной дыры, что было значительно более реалистичным случаем, поскольку абсолютное большинство астрофизических объектов обладают угловым моментом. Роджер Пенроуз доказал теорему о сингулярности, показав, что при определенных общих условиях коллапс неизбежно приводит к формированию сингулярности, а не является следствием нереалистичной симметрии в решении Шварцшильда. Стивен Хокинг обобщил результат Пенроуза на космологию. Одновременно наблюдательная астрономия открыла квазары – объекты с чудовищной светимостью, превышающей светимость целых галактик, причем эта энергия генерировалась в области, сопоставимой по размеру с Солнечной системой. Единственным правдоподобным механизмом, способным обеспечить такое энерговыделение, была аккреция вещества на сверхмассивную черную дыру.
К концу 60-х черные дыры перестали быть математической диковинкой и превратились в необходимый элемент астрофизической картины мира. Чтобы понять, куда девается вещество, падающее в черную дыру, необходимо сначала разобраться в геометрии пространства-времени вблизи нее. И здесь нужно быть особенно осторожным с языком, потому что обыденные слова систематически вводят в заблуждение. Черная дыра – это не объект в привычном смысле слова, не тело с поверхностью, которую можно потрогать или на которую можно приземлиться. Горизонт событий – это не физическая граница, не стена, не мембрана. Это каузальная граница, то есть граница причинно-следственных связей. Все, что находится внутри горизонта событий, не может повлиять на то, что находится снаружи. Никакой сигнал, никакая частица, никакое возмущение поля не может покинуть область, ограниченную горизонтом, и выйти наружу. Это не вопрос силы, скорости или энергии. Это вопрос геометрии самого пространства-времени. Чтобы прояснить этот момент, полезно представить себе, что происходит с понятиями пространства и времени вблизи горизонта. В обычном пространстве-времени, далеко от сильных гравитационных полей, мы привыкли к тому, что можем двигаться в любом пространственном направлении – вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо. Время при этом всегда течет только в одном направлении – из прошлого в будущее. Внутри горизонта событий шварцшильдовской черной дыры происходит нечто концептуально радикальное. Радиальная координата и временная координата, грубо говоря, меняются ролями. Движение к центру черной дыры перестает быть движением в пространстве и становится движением во времени. Точно так же, как в нашем повседневном опыте невозможно отправиться назад во времени, внутри черной дыры невозможно отправиться назад, то есть от центра к горизонту. Сингулярность – это не точка в пространстве, к которой вас притягивает сила. Это момент в будущем, к которому вы неизбежно придете, потому что время течет именно туда. Попадание в сингулярность для наблюдателя внутри черной дыры столь же неотвратимо, как для любого из нас неотвратимо наступление завтрашнего дня. Здесь возникает первый и, пожалуй, самый фундаментальный уровень ответа на вопрос о том, куда девается вещество. Согласно классической общей теории относительности, любая материя, пересекшая горизонт событий, неизбежно достигает сингулярности. Области, где кривизна пространства-времени формально становится бесконечной, а плотность энергии неограниченно растет. В математическом описании сингулярность представляет собой точку для невращающейся черной дыры или кольцо для вращающейся керовской черной дыры, в которой все известные физические величины расходятся, то есть принимают бесконечные значения. Физики единодушно полагают, что бесконечности в физических величинах указывают не на реальное поведение природы, а на пределы применимости теории. Общая теория относительности, по всей вероятности, перестает быть адекватным описанием реальности в условиях сверхвысокой кривизны и сверхвысокой плотности, точно так же, как классическая механика перестает работать на атомных масштабах. Для описания того, что действительно происходит в окрестности сингулярности, нужна квантовая теория гравитации, которая на данный момент не построена в окончательном виде. Это означает, что честный ответ на вопрос «Куда девается вещество в самом центре черной дыры?» звучит следующим образом. Мы не знаем, и это незнание не является следствием недостаточного финансирования или лени ученых, а отражает фундаментальную незавершенность нашего понимания природы на стыке квантовой механики и гравитации. Тем не менее, то, что происходит до сингулярности, на пути к ней и вблизи горизонта событий, описывается общей теорией относительности с высокой степенью надежности, подтвержденной наблюдениями. Рассмотрим, что именно переживает вещество на этом пути. Представим себе астронавта, падающего в сверхмассивную черную дыру, например, в Стрелец Айи, объект массой около 4 миллионов масс Солнца, расположенный в центре Млечного Пути. Радиус горизонта событий такой черной дыры составляет примерно 12 миллионов километров, что сопоставимо с размером орбиты Меркурия. Ключевой параметр, определяющий судьбу астронавта при пересечении горизонта, это приливные силы, то есть разница гравитационного ускорения между головой и ногами, или точнее, между ближайшей к центру и дальнейшей от центра точками тела. Для сверхмассивной черной дыры приливные силы на горизонте событий оказываются пренебрежимо малыми. Астронавт, падающий в такую черную дыру, пересечет горизонт событий и не почувствует ничего особенного. Никакого толчка, никакой вспышки, никакого ощущения перехода. Это прямое следствие принципа эквивалентности Эйнштейна. В свободном падении гравитация локально неощутима. Горизонт событий не является локально отличимой областью пространства-времени. Он определяется глобальной каузальной структурой, а не локальными физическими условиями. Это одна из самых контринтуитивных особенностей черных дыр.
Граница, за которой все становится необратимым, не отмечена ни малейшим физическим признаком. Ситуация радикально отличается для черной дыры звездной массы, скажем, в 10 масс Солнца. Ее горизонт событий имеет радиус около 30 километров, и приливные силы на нем колоссальны. Задолго до достижения горизонта тело астронавта было бы растянуто в вертикальном направлении и сжато в горизонтальном – процесс, который Стивен Хокинг назвал спагеттификацией. Это не метафора и не преувеличение. Разница в гравитационном ускорении между точками, разделенными 2 метрами, настолько велика, что никакие межатомные силы не способны удержать тело как единое целое. Вещество буквально вытягивается в тонкую нить, а затем в поток элементарных частиц, падающих к центру. Но что происходит с этим веществом с точки зрения внешнего наблюдателя, остающегося на безопасном расстоянии от черной дыры? Здесь проявляется один из наиболее глубоких аспектов общей теории относительности – зависимость описания от выбора системы отсчета. Для внешнего наблюдателя падающий объект никогда не пересекает горизонт событий. По мере приближения к горизонту гравитационное замедление времени становится все более выраженным. Часы, расположенные ближе к черной дыре, идут медленнее по сравнению с часами удаленного наблюдателя. На самом горизонте это замедление становится бесконечным. Внешний наблюдатель видит, как падающий объект все сильнее замедляется, его изображение тускнеет и краснеет, потому что фотоны теряют энергию, выбираясь из гравитационной ямы, и асимптотически приближается к горизонту, но никогда его не достигает. Это не иллюзия и не обман зрения. Это реальное описание ситуации в системе отсчета внешнего наблюдателя. Однако для самого падающего наблюдателя ничего подобного не происходит. Он пересекает горизонт за конечное собственное время и продолжает падение к сингулярности. Оба описания одинаково корректны. Они просто относятся к разным системам отсчета, и общая теория относительности не отдает предпочтения ни одной из них. Это создает своеобразный парадокс, который, впрочем, является парадоксом только для интуиции, но не для математики. Вещество с точки зрения внешнего наблюдателя навечно застывает на горизонте в виде призрачного, экспоненциально тускнеющего образа. С точки зрения самого вещества, оно давно пересекло горизонт и уничтожено в сингулярности, или претерпело какую-то иную трансформацию, если сингулярность разрешается квантовой гравитацией. Вопрос «куда оно делось?» имеет разные ответы в зависимости от того, кто спрашивает и откуда смотрит. Однако есть одна величина, которую черная дыра сохраняет и демонстрирует внешнему миру вне зависимости от системы отсчета. Согласно так называемой теореме об отсутствии волос No Hair Theorem, стационарная черная дыра в общей теории относительности полностью характеризуется всего 3 параметрами – массой, электрическим зарядом и угловым моментом, собственным вращением. Никакая другая информация о веществе, из которого черная дыра сформировалась или которое она поглотила, недоступна внешнему наблюдателю. Это значит, что черная дыра, образовавшаяся из коллапса облака водорода, неотличима от черной дыры той же массы, заряда и углового момента, образовавшейся из коллапса железа и антиматерии или собрания сочинений Шекспира, если бы последняя каким-то образом сжалась до необходимой плотности. Вся информация о химическом составе, кристаллической структуре, температуре, форме, цвете, количестве барионов и лептонов, за исключением электрического заряда, все это стирается. Черная дыра, образно выражаясь, является самым совершенным шредером во Вселенной. Именно здесь начинается одна из глубочайших проблем теоретической физики, известная как информационный парадокс черных дыр. Чтобы ее понять, необходимо обратиться к открытию Стивена Хокинга, сделанному в 1974 году. Хокинг показал, что черные дыры не являются абсолютно черными. Они излучают тепловое излучение с температурой, обратно пропорциональной их массе. Для черной дыры звездной массы эта температура исчезающе мала, порядка 10 в минус 7 степени Кельвина, что намного холоднее реликтового излучения Вселенной, около 2,7 Кельвина. Такие черные дыры сейчас поглощают из окружающей среды больше энергии, чем излучают, и поэтому растут. Но в бесконечно далеком будущем, когда Вселенная расширится и остынет достаточно сильно, процесс развернется. Черные дыры начнут терять массу за счет хокинговского излучения, медленно уменьшаясь и в конечном счете полностью испаряясь. Время испарения черной дыры звездной массы составляет порядка 10 в 67 степени лет. Число, перед которым возраст Вселенной около 13,8 миллиарда лет, выглядит мгновением. Механизм излучения Хокинга связан с квантовыми эффектами вблизи горизонта событий.
Квантовая теория поля утверждает, что вакуум – это не пустота, а состояние с наинизшей энергией, в котором постоянно происходят виртуальные флуктуации. Пары частица-античастица спонтанно возникают и тут же аннигилируют. Вблизи горизонта событий гравитационное поле столь сильно, что оно может разделить такую виртуальную пару. Одна частица падает за горизонт, а другая улетает в бесконечность и регистрируется удаленным наблюдателем как реальная частица излучения. Энергетический баланс обеспечивается тем, что частица, упавшая за горизонт, несет отрицательную энергию с точки зрения удаленного наблюдателя, тем самым уменьшая массу черной дыры. Это описание является упрощенным и в некоторых отношениях вводящим в заблуждение. Сам Хокинг предупреждал, что картина виртуальных пар не должна восприниматься слишком буквально, но оно передает суть. Горизонт событий в сочетании с квантовой природой полей порождает тепловое излучение, и черная дыра постепенно теряет массу. Информационный парадокс возникает при следующем рассуждении. Допустим, мы бросили в черную дыру энциклопедию, объект, содержащий огромное количество информации. Черная дыра поглотила его и увеличила свою массу, но, согласно теореме об отсутствии волос, ни один внешний эксперимент не позволяет определить, что именно было поглощено. Затем черная дыра медленно испаряется за счет излучения Хокинга. Ключевой вопрос: содержит ли это излучение информацию о поглощенной энциклопедии? Хокинг первоначально утверждал, что нет, излучение является строго тепловым, то есть определяется только температурой, и не несет никакой дополнительной информации. Когда черная дыра полностью испарится, информация об энциклопедии окажется уничтоженной. Вещество, попавшее в черную дыру, в конечном счете преобразуется в тепловое излучение, из которого невозможно восстановить исходные данные. Проблема в том, что уничтожение информации противоречит фундаментальному принципу квантовой механики – унитарности. Унитарная эволюция квантового состояния обратима. Зная конечное состояние системы, можно в принципе, хотя не обязательно на практике, восстановить начальное. Если информация действительно уничтожается, квантовая механика в ее стандартной формулировке оказывается несовместимой с общей теорией относительности, и одна из этих теорий, или обе, должна быть модифицирована. Это не абстрактная проблема. Это указание на глубочайшее противоречие между двумя столпами современной физики. Дискуссия об информационном парадоксе продолжается уже полвека и породила несколько конкурирующих подходов, ни один из которых на данный момент не является общепринятым. Рассмотрим основные из них. Первый подход, который можно назвать консервативным квантово-механическим, утверждает, что информация все-таки сохраняется и возвращается в излучении Хокинга, но крайне неочевидным образом. В этой картине излучение Хокинга не является строго тепловым. Оно содержит тончайшие корреляции между отдельными квантами, которые накапливаются на протяжении всего времени испарения и позволяют в принципе восстановить всю информацию о поглощенном веществе. Практически это невозможно. Объем вычислений, необходимых для такой реконструкции, превышает возможности любого мыслимого компьютера, но принципиальная возможность сохраняется и унитарность квантовой механики не нарушена. Этот подход получил сильную поддержку со стороны теории струн и голографического принципа, о которых речь пойдет ниже. Сам Хокинг в 2004 году публично отказался от своей первоначальной позиции и признал, что информация, по-видимому, сохраняется, хотя механизм этого сохранения остается неясным. Второй подход связан с понятием черной дыры как остатка. Согласно этой идее, черная дыра не испаряется полностью, а оставляет после себя стабильный остаток планковской массы, порядка 2,2 на 10 в минус 8 степени килограмма, и планковского размера, порядка 10 в минус 35 степени метра, в котором хранится вся поглощенная информация. Проблема с этим подходом в том, что планковский остаток должен содержать произвольно большое количество информации, поскольку исходная черная дыра могла быть сколь угодно массивной и поглотить сколь угодно много вещества, что означает бесконечное число внутренних состояний для объекта с фиксированной массой. Это ведет к серьезным трудностям в квантовой теории поля, в частности к бесконтрольному рождению таких остатков в любом физическом процессе с достаточной энергией. Третий подход, более радикальный, предполагает, что информация действительно уничтожается и квантовая механика должна быть модифицирована. Хокинг первоначально придерживался именно этой точки зрения, предлагая заменить унитарную эволюцию более общей, допускающей переход чистых состояний в смешанные. Однако попытки построить согласованную физику на основе нарушения унитарности сталкиваются с серьезными трудностями, включая нарушение сохранения энергии или возможность сверхсветовой передачи сигналов, и большинство теоретиков считают этот путь непривлекательным.
Четвертый подход, который за последние 25 лет набрал наибольший теоретический вес, связан с голографическим принципом и ADS/CFT соответствием. Голографический принцип, впервые сформулированный Герардом Этехофтом и развитый Леонардом Саскиндом, утверждает, что максимальное количество информации, которое может содержаться в некоторой области пространства, пропорционально не объему этой области, а площади ее границы. Это утверждение непосредственно следует из формулы Бекенштейна-Хокинга для энтропии черной дыры, которая гласит, что энтропия черной дыры равна 1/4 площади горизонта событий в планковских единицах. Для черной дыры звездной массы в 10 масс Солнца энтропия составляет порядка 10 в 78 степени. Это несопоставимо больше энтропии звезды той же массы до коллапса, которая составляет порядка 10 в 58 степени. Черная дыра – это объект с максимальной энтропией при заданной массе и размере. ADS/CFT соответствие, открытое Хуаном Малдасиной в 1997 году, является конкретной реализацией голографического принципа. Оно устанавливает точную математическую эквивалентность между квантовой гравитацией в пространстве анти-де Ситера, пространстве с отрицательной космологической постоянной, и конформной квантовой теорией поля, живущей на его границе. Конформная теория на границе является обычной квантовой теорией поля без гравитации, и она заведомо унитарна. Если ADS/CFT соответствие верно, а огромное количество проверок подтверждает его состоятельность, хотя строгое доказательство отсутствует, то эволюция черной дыры, включая ее формирование и испарение, является унитарным процессом, и информация сохраняется. Проблема лишь в том, что наша Вселенная не является пространством анти-де Ситера. Она имеет положительную или, возможно, нулевую космологическую постоянную, и прямой перенос результатов ADS/CFT на реальную космологию остается предметом дискуссий. В 2012 году Ахмед Аль-Мхейри, Дональд Марольф, Джозеф Полчински и Джеймс Салли, группа, известная по инициалам AMPS, обострили информационный парадокс, показав, что три широко принимаемых принципа – унитарность квантовой механики, эквивалентность Эйнштейна, невозможность локально обнаружить горизонт событий и локальность квантовой теории поля – не могут выполняться одновременно для старой черной дыры, то есть черной дыры, которая уже излучила более половины своей первоначальной энтропии. И МПС предложили радикальный вывод: горизонт событий старой черной дыры окружен стеной огня, Firewall, областью сверхвысокой энергии, которая уничтожает любой объект, пересекающий горизонт. Это прямо противоречит принципу эквивалентности, который, как обсуждалось выше, предсказывает, что пересечение горизонта сверхмассивной черной дыры проходит безболезненно. Парадокс стены огня вызвал взрыв теоретических работ и остается нерешенным на момент подготовки этого текста, хотя многие физики считают, что решение связано с более тонким пониманием квантовой запутанности и ее связи с геометрией пространства-времени. Одной из наиболее интригующих идей, возникших в контексте этих дискуссий, является гипотеза ER равно EPR, предложенная Малдасиной и Саскиндом в 2013 году. Аббревиатура ER относится к мостам Эйнштейна-Розена, кротовым норам, а EPR – к парадоксу Эйнштейна-Подольского-Розена, квантовой запутанности. Гипотеза утверждает, что любые две запутанные частицы соединены микроскопической кротовой норой, некоим червоточиной в пространстве времени, через которую, однако, невозможно передать информацию или энергию. Если эта идея верна, она предлагает элегантное разрешение парадокса стены огня. Горизонт событий черной дыры остается гладким, потому что внутренняя часть черной дыры и ее излучение связаны кротовыми норами, обеспечивающими необходимую квантовую запутанность. Информация не уничтожается и не застревает за горизонтом навечно, она перекодируется в корреляции между излучением Хокинга и внутренними степенями свободы черной дыры, связанными через сеть микроскопических кротовых нор. Однако гипотеза ER равно EPR остается именно гипотезой, красивой, но не доказанной строго. Заметный прорыв в понимании судьбы информации произошел в 2019 году, когда несколько групп теоретиков, включая Джеффри Пеннингтона, а также группу Ахмеда Аль-Мхейри, Нетту Энгельхарт, Дональда Марольфа и Генри Макселла, показали, используя метод гравитационного функционального интеграла и концепцию островов квантовой экстремальной поверхности, что энтропия излучения Хокинга следует так называемой кривой Пейджа. Дон Пейдж еще в 1993 году предсказал, что если испарение черной дыры является унитарным процессом,
то энтропия излучения должна сначала расти, пока черная дыра большая и излучает независимые тепловые кванты, а затем, после определенного момента, называемого временем Пейджа, начинать уменьшаться и в конечном счете вернуться к нулю, когда черная дыра полностью испарится. Нулевая конечная энтропия означает чистое квантовое состояние, что тождественно сохранению информации. Результаты 2019 года впервые показали, как кривая Пейджа может быть получена непосредственно из гравитационных вычислений. И это было расценено многими физиками как сильнейший аргумент в пользу сохранения информации, хотя полное понимание механизма по-прежнему отсутствует. Вернемся теперь от теоретических рассуждений к наблюдательной астрофизике и рассмотрим, что происходит с веществом на пути к черной дыре с практической наблюдаемой стороны, потому что судьба вещества определяется не только тем, что ждет его за горизонтом, но и тем, что с ним происходит до пересечения горизонта, и эти процессы имеют колоссальное значение для астрофизики. Большая часть вещества, падающего на черную дыру, не падает в нее непосредственно, а образует аккреционный диск, вращающуюся структуру, в которой газ спирально движется к центру, постепенно теряя угловой момент за счет вязкости и магнитных полей. Температура газа в аккреционном диске определяется скоростью высвобождения гравитационной потенциальной энергии и может достигать десятков миллионов кельвинов во внутренних областях, что соответствует рентгеновскому диапазону электромагнитного спектра. Именно рентгеновское излучение аккреционных дисков является одним из основных методов обнаружения черных дыр звездной массы в двойных системах. Первым надежно идентифицированным кандидатом стал Лебедь X1, обнаруженный как мощный рентгеновский источник еще в 1964 году, и впоследствии определенный как система, состоящая из голубого сверхгиганта и невидимого компактного объекта массой около 21 массы Солнца. Эффективность преобразования массы в энергию при аккреции на черную дыру поразительна. Для невращающейся шварцшильдовской черной дыры она составляет около 6% массы покоя падающего вещества, что следует из того, что последняя устойчивая круговая орбита (ISCO) Innermost Stable Circular Orbit расположена на 3 гравитационных радиусах. Для максимально вращающейся керовской черной дыры эта эффективность возрастает до 42%, поскольку последняя устойчивая орбита подходит значительно ближе к горизонту. Для сравнения, эффективность термоядерного синтеза водорода в гелий, обеспечивающего свечение обычных звезд, составляет лишь около 0,7%. Аккреция на черные дыры является таким образом одним из наиболее эффективных механизмов выделения энергии во Вселенной, уступая только аннигиляции материи и антиматерии. Это обстоятельство имеет глубокие последствия для космической эволюции. Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, аккрецируя вещество, генерируют колоссальные потоки энергии, которые выбрасываются в окружающее пространство в виде излучения, релятивистских джетов и мощных ветров. Эти потоки энергии способны нагревать межзвездный и межгалактический газ, препятствуя его охлаждению и конденсации в новые звезды. Этот механизм, называемый обратной связью от активного галактического ядра, AGN feedback, считается одним из ключевых факторов, определяющих эволюцию галактик. Без него модели формирования галактик предсказывают существование значительно более массивных и ярких галактик, чем те, что наблюдаются в реальности. Парадоксальным образом, объект, который по определению поглощает вещество и свет, оказывается одним из главных регуляторов звездообразования и эволюции галактик. Причем не за счет того, что он поглощает, а за счет того, что он выбрасывает. Джеты — релятивистские выбросы плазмы, направленные перпендикулярно плоскости аккреционного диска вдоль оси вращения черной дыры, представляют собой один из наиболее впечатляющих феноменов во Вселенной. Их длина может достигать сотен тысяч и даже миллионов световых лет, что превосходит размеры самих галактик. Вещество в джетах движется со скоростями, составляющими более 99% скорости света. Механизм формирования джетов до конца не понят, но, по всей видимости, он связан с извлечением вращательной энергии черной дыры посредством магнитных полей, процессом, теоретически описанным Роджером Блендфордом и Романом Знаеком в 1977 году. Если этот механизм верен, то джеты представляют собой канал, по которому энергия вращения черной дыры, энергия, изначально принесенная угловым моментом поглощенного вещества, извлекается обратно и передается окружающей среде. Черная дыра таким образом не просто необратимо поглощает все, что попадает за горизонт. Она также служит своеобразным преобразователем, конвертирующим гравитационную потенциальную энергию и энергию вращения в другие формы. Не лишним будет остановиться подробнее на том, что представляет собой энергия вращения черной дыры.
Керровская черная дыра обладает эргосферой, областью за пределами горизонта событий, в которой никакой объект не может оставаться неподвижным. Пространство-время в этой области увлекается вращением черной дыры, эффект лензы Тьюринга, настолько сильно, что даже свет вынужден двигаться в направлении вращения. Роджер Пенроуз в 1969 году показал, что из эргосферы можно в принципе извлечь энергию. Если частица входит в эргосферу и распадается на две, одна из которых падает за горизонт с отрицательной энергией, возможной в эргосфере, то вторая вылетает наружу с энергией, превышающей энергию исходной частицы. Процесс Пенроуза уменьшает угловой момент черной дыры и, следовательно, ее вращательную энергию. Максимально вращающаяся черная дыра может хранить до 29% своей полной массы энергии в форме вращательной энергии, и вся эта энергия в принципе извлекаема. Механизм Блендфорда-Знаека представляет собой электромагнитную реализацию процесса Пенроуза. Магнитные поля, пронизывающие эргосферу, играют роль рычага, извлекающего вращательную энергию и преобразующего ее в кинетическую энергию джетов. Таким образом, судьба вещества, попадающего в черную дыру, имеет несколько измерений. Масса покоя вещества необратимо добавляется к массе черной дыры. Угловой момент вещества добавляется к угловому моменту черной дыры, но впоследствии может быть частично извлечен. Гравитационная потенциальная энергия вещества высвобождается при аккреции в виде излучения, ветров и джетов, причем эффективность этого процесса может достигать 42% массы покоя. Информация о микроскопическом состоянии вещества, по-видимому, сохраняется, но перекодируется в тончайшие квантовые корреляции излучения Хокинга и становится практически недоступной. Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, что происходит с веществом на самых финальных стадиях, в непосредственной близости от сингулярности. Как уже отмечалось, общая теория относительности предсказывает, что плотность и кривизна стремятся к бесконечности. Но физики единодушны в том, что эти бесконечности сигнализируют о пределах применимости теории, а не о реальном поведении природы. Все попытки построить квантовую теорию гравитации, будь то теория струн, петлевая квантовая гравитация, причинная динамическая триангуляция, асимметрически безопасная гравитация или иные подходы, сходятся в том, что классическая сингулярность должна быть разрешена, то есть заменена конечной, хотя и экстремальной структурой, квантовыми эффектами. Однако конкретная природа этого разрешения остается предметом острых дискуссий и зависит от выбранного теоретического подхода. В теории струн сингулярность может разрешаться за счет минимальной длины, струнного масштаба, порядка 10 в минус 35 степени метра. На масштабах, меньших этой длины, классическое понятие пространства-времени как гладкого континуума теряет смысл и заменяется более сложной структурой, в которой пространственные измерения могут сворачиваться, трансформироваться или возникать из более фундаментальных степеней свободы. В контексте теории струн была предложена модель фазбол, нечеткого клубка, согласно которой черная дыра вообще не имеет горизонта событий и сингулярности в классическом смысле, а представляет собой компактный объект, заполненный запутанными квантовыми струнами, размер которого совпадает с классическим радиусом Шварцшильда. В этой картине вещество, падающее на черную дыру, не пересекает горизонт, поскольку его нет, а поглощается поверхностью нечеткого клубка и перекодируется в струнные возбуждения. Информация при этом сохраняется на поверхности, и парадокс не возникает. Модель фазбол элегантна и согласована с СДС CFT, но ее предсказания для макроскопических черных дыр астрофизических масс пока не развиты в достаточной степени. В петлевой квантовой гравитации пространство-время на планковских масштабах квантуется и приобретает дискретную структуру. Оно состоит из атомов, объема и площади. Сингулярность разрешается за счет того, что дискретная геометрия не допускает бесконечной кривизны. Когда плотность достигает планковских значений, порядка 10 в 93 степени граммов на кубический сантиметр, квантовые эффекты создают отталкивающее давление, предотвращающее дальнейшее сжатие. В некоторых моделях петлевой квантовой гравитации это приводит к квантовому отскоку. Вещество, сжимающееся к сингулярности, достигает максимальной плотности, а затем начинает расширяться, формируя новую область пространства-времени, возможно, представляющую собой белую дыру, зеркальное по времени отражение черной дыры. Белая дыра, в отличие от черной, представляет собой область, из которой вещество и свет могут выходить, но куда ничто не может войти. Гипотеза о квантовом отскоке и переходе черной дыры в белую предложена, в частности,
Карло Равелли и Франческо Видотто и представляет собой одну из наиболее захватывающих спекулятивных идей о судьбе вещества внутри черной дыры. Если эта идея верна, то вещество, падающее в черную дыру, не уничтожается в сингулярности, а проходит через состояние максимального сжатия и выбрасывается обратно. Но в крайне далеком будущем с точки зрения внешнего наблюдателя, поскольку квантовый отскок внутри черной дыры занимает ничтожно малое собственное время, но из-за экстремального гравитационного замедления времени соответствует колоссальному интервалу для внешнего мира. Равелли оценивает, что типичное время жизни черной дыры до квантового перехода в белую дыру может составлять порядка массы черной дыры в квадрате, в планковских единицах, что для черной дыры звездной массы дает число порядка 10 в 50 степени лет, меньше, чем время хокинговского испарения, но все равно несопоставимо больше нынешнего возраста Вселенной. Стоит также упомянуть гипотезу космологического отбора Ли-Смолина, согласно которой сингулярности внутри черных дыр являются семенами новых вселенных. В этой картине каждая черная дыра порождает новое пространство-время, которое расширяется по ту сторону сингулярности и становится отдельной вселенной со своими физическими параметрами, слегка отличающимися от параметров родительской вселенной. Вещество, попадающее в черную дыру, не уничтожается, а становится строительным материалом нового мира. Смолин предположил, что этот процесс аналогичен биологической эволюции. Вселенные, производящие больше черных дыр, оставляют больше потомков, и в результате естественного отбора физические константы настраиваются на максимизацию числа черных дыр. Это красивая и провокационная идея, но она остается крайне спекулятивной, поскольку не поддается прямой наблюдательной проверке. Все эти гипотезы – нечеткие клубки, квантовые отскоки, дочерние вселенные – объединяет одно – они пытаются ответить на вопрос о судьбе вещества за горизонтом, находясь в условиях принципиальной наблюдательной недоступности. Горизонт событий является каузальной границей, и никакой эксперимент, проведенный снаружи, не может получить прямую информацию о том, что происходит внутри. Это ставит эти гипотезы в необычное положение с точки зрения научного метода. Они могут быть математически согласованными, физически мотивированными и эстетически привлекательными, но их принципиальная непроверяемость наблюдениями ставит под вопрос их научный статус в попперианском смысле. Впрочем, это не совсем точно. Косвенные проверки возможны. Например, если черные дыры представляют собой нечеткие клубки без горизонта, то гравитационные волны от слияния двух таких объектов могут отличаться от гравитационных волн, предсказанных классической общей теорией относительности. И эти отличия, в принципе, могли бы быть обнаружены детекторами следующего поколения. Аналогично, если квантовый отскок приводит к образованию белых дыр, то их наблюдательные проявления, будь то кратковременные гамма-всплески или иные сигналы, могут быть зарегистрированы. Теперь рассмотрим еще один аспект вопроса о судьбе вещества в черной дыре, связанный с термодинамикой. Формула Бекенштейна-Хокинга утверждает, что черная дыра обладает энтропией, пропорциональной площади горизонта событий. Энтропия в статистической физике имеет вполне конкретный смысл. Это логарифм числа микроскопических состояний, совместимых с данными макроскопическими параметрами. Если черная дыра обладает энтропией, значит, у нее есть микроскопические состояния, и их число колоссально. Для черной дыры массой в 10 масс Солнца число микроскопических состояний составляет примерно 10 в степени 10 в 78. Число, которое невозможно записать даже приблизительно в обычной нотации, не говоря уже о том, чтобы его осмыслить. Вопрос о природе этих микроскопических состояний – один из центральных в квантовой гравитации. Что именно содержит черная дыра, обладая такой энтропией? Чем одно микросостояние отличается от другого? В 1996 году Эндрю Строминджер и Кумрун Вафа добились замечательного успеха, рассчитав энтропию определенного класса экстремальных, максимально заряженных черных дыр в теории струн, подсчитав число микроскопических струнных конфигураций, и получили результат, в точности совпадающий с формулой Бекенштейна-Хокинга. Это совпадение было расценено как одно из главных достижений теории струн и сильный аргумент в пользу того, что теория струн правильно описывает микроскопическую структуру черных дыр, по крайней мере, в определенных предельных случаях. Впоследствии аналогичные результаты были получены для более широких классов черных дыр. Хотя для обычных астрофизических, незаряженных, далеких от экстремальности, черных дыр строгое микроскопическое вычисление энтропии все еще не выполнено. Все это означает, что вещество, поглощенное черной дырой, не исчезает в пустоту. Оно увеличивает число микроскопических состояний черной дыры, то есть вносит вклад в ее энтропию. Площадь горизонта растет, и с ней растет информационная емкость черной дыры.
Можно сказать, что информация о поглощенном веществе записывается на горизонте событий, в некотором смысле, на двумерной, голографической пленке, которая кодирует всю трехмерную физику внутренней области. Это прямое следствие голографического принципа и в определенном смысле является ответом на вопрос «Куда?». Информация здесь, на горизонте, закодированная в квантовых степенях свободы, природа которых зависит от конкретной теории квантовой гравитации. Стоит отдельно подчеркнуть, как соотносятся между собой термодинамические и информационно-теоретические аспекты. Второе начало термодинамики в его обобщенной форме, предложенной Якобом Бекенштейном, утверждает, что суммарная энтропия, определяемая как сумма обычной термодинамической энтропии материи и 1/4 площади горизонта в планковских единицах, никогда не уменьшается. Это означает, что поглощение веществом черной дырой не нарушает второе начало. Энтропия материи уменьшается, поскольку материя исчезает за горизонтом, и ее энтропия становится недоступной. Но площадь горизонта увеличивается, и суммарный баланс положителен. Более того, теорема Хокинга о площади, классический результат, предшествующий квантовым соображениям, утверждает, что в классической общей теории относительности площадь горизонта событий черной дыры никогда не уменьшается. Утверждение, прямо аналогичное второму началу термодинамики. Эта аналогия между механикой черных дыр и термодинамикой была систематически развита Джеймсом Бардином, Брэндоном Картером и Стивеном Хокингом и сейчас воспринимается не как формальное совпадение, а как глубокое физическое тождество. Черные дыры – суть термодинамические объекты. Перейдем теперь к наблюдательному аспекту и рассмотрим, какие данные, полученные в последние годы, проливают свет на судьбу вещества вблизи черных дыр. В 2019 году коллаборация Event Horizon Telescope EHT представила первое изображение тени черной дыры в центре галактики М87. Сверхмассивная черная дыра М87 звездочка имеет массу порядка 6,5 миллиардов масс Солнца, и ее горизонт событий, если описывать его упрощенно, имеет диаметр, сопоставимый с размером Солнечной системы. На изображении EHT видно яркое кольцо с темной областью в центре. Яркое кольцо – это излучение раскаленного газа в аккреционном потоке, движущегося вблизи последних устойчивых орбит и сильно усиленного гравитационным линзированием. Темная область – это тень черной дыры, то есть проекция области, откуда фотоны не могут достичь наблюдателя, поскольку они либо поглощены горизонтом, либо отклонены на слишком большой угол. Размер и форма тени точно совпали с предсказаниями общей теории относительности для черной дыры заданной массы, что является прямым подтверждением существования горизонта событий или, по крайней мере, объекта, неотличимого от черной дыры с горизонтом в пределах точности наблюдений. В 2022 году EHT представил аналогичное изображение стрельца Айя, сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Несмотря на то, что масса стрельца Айя в 1500 раз меньше, чем у М87Q, а динамическое время и, соответственно, изменчивость изображения в 1000 раз короче, результат оказался качественно аналогичным. Яркое кольцо с темным центром, соответствующее предсказаниям общей теории относительности. Еще раньше, начиная с 2015 года, детекторы Лига и Вирго начали регистрировать гравитационные волны от слияния черных дыр. Каждое такое событие – это столкновение двух черных дыр, которые, вращаясь друг вокруг друга на быстро сужающихся орбитах, теряют энергию на излучение гравитационных волн и в конечном счете сливаются в одну, более массивную черную дыру. Слияние двух черных дыр является буквальным примером того, как вещество, или точнее, искривленное пространство-время одной черной дыры, попадает в другую черную дыру. Ключевое наблюдение состоит в том, что масса конечной черной дыры всегда меньше суммы масс исходных. Разница уносится в виде гравитационных волн. В первом зарегистрированном событии GW1509142 черные дыры с массами около 36 и 29 масс Солнца слились в черную дыру массой около 62 масс Солнца. Разница в 3 массы Солнца, около 5% суммарной массы, была излучена в виде гравитационных волн за доли секунды. Мощность этого излучения в максимуме превысила суммарную световую мощность всех звезд наблюдаемой Вселенной. Это демонстрирует, что слияние черных дыр – чрезвычайно эффективный механизм преобразования массы в энергию, хотя в данном случае энергия уносится не электромагнитным, а гравитационным излучением.
Гравитационно-волновые наблюдения также подтвердили предсказание общей теории относительности о том, что конечная черная дыра после слияния звенит, испытывает затухающие колебания. Квазинормальные моды. Подобно тому, как звенит колокол после удара. Частоты и скорости затухания этих колебаний однозначно определяются массой и угловым моментом конечной черной дыры и не зависят от деталей предшествующего процесса, точно в соответствии с теоремой об отсутствии волос. Конечная черная дыра быстро забывает о том, как именно она была сформирована, и приходит в стационарное состояние Кера, характеризуемое только двумя числами. Все описанное выше создает многослойную картину, в которой ответ на вопрос «Куда девается вещество в черной дыре?» зависит от того, какой уровень описания мы выбираем и какой масштаб нас интересует. На макроскопическом уровне ответ прост и наблюдательно подтвержден. Масса поглощенного вещества добавляется к массе черной дыры, увеличивая радиус горизонта событий. Черная дыра растет. Часть гравитационной потенциальной энергии вещества высвобождается до попадания за горизонт в виде электромагнитного излучения, джетов и ветров, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую среду. На уровне классической общей теории относительности вещество, пересекшее горизонт, неизбежно достигает сингулярности за конечное собственное время. Что происходит в сингулярности? Вопрос, на который классическая теория не может ответить. На уровне квантовой теории поля в искривленном пространстве времени, полуклассическое приближение, в котором гравитация описывается классически, а материя квантова. Черная дыра излучает тепловое излучение Хокинга и в конечном счете полностью испаряется. Вещество, попавшее в черную дыру, в долгосрочной перспективе преобразуется в диффузное тепловое излучение. Вопрос о том, сохраняется ли при этом информация о микроскопическом состоянии вещества, остается открытым, хотя накапливающиеся теоретические аргументы склоняют большинство специалистов к утвердительному ответу. На уровне квантовой гравитации, который пока не построен в окончательном виде, сингулярность, по-видимому, разрешается, и различные подходы предлагают различные сценарии. Вещество может быть перекодировано в струнные возбуждения на горизонте, может претерпеть квантовый отскок и сформировать белую дыру, может породить новую вселенную по ту сторону сингулярности. Все эти сценарии остаются гипотетическими. Одним из наиболее глубоких уроков, которые физика извлекла из изучения черных дыр, является осознание того, что пространство, время, энтропия и информация связаны значительно более тесными и нетривиальными узами, чем предполагалось ранее. Формула Бекенштейна-Хокинга, связывающая энтропию с площадью, а не с объемом, указывает на то, что фундаментальные степени свободы гравитации организованы иначе, чем в обычной теории поля. Голографический принцип предполагает, что трехмерная реальность может быть полностью описана двумерной теорией на границе. Гипотеза ИР равно ЕПР связывает геометрию пространства-времени с квантовой запутанностью. Недавние работы о островах и энтропии излучения демонстрируют, что гравитация может менять само понятие того, какие области пространства-времени принадлежат данной квантовой подсистеме. Все эти идеи, вдохновленные изучением черных дыр, ведут к пересмотру самих основ того, что мы понимаем под пространством и временем. Марк ван Рамсдонг в 2010 году сформулировал провокационную идею. Пространство-время соткано из квантовой запутанности. Если убрать запутанность между подсистемами, пространство-время буквально разрывается. В этой картине черная дыра – это не просто экзотический объект в пространстве-времени. Это ключ к пониманию того, из чего само пространство-время состоит. Вещество, падающее в черную дыру, не столько попадает куда-то, сколько перестает быть описуемым в терминах привычного пространства. Оно переходит в режим описания, где пространственная локализация утрачивает смысл и остаются только квантовые корреляции. Здесь стоит затронуть еще один важный аспект, который часто упускается из виду в популярных обсуждениях. Когда мы говорим о черных дырах как об объектах, поглощающих вещество, мы неявно используем картину, в которой черная дыра – это статичный приемник, а вещество – входной поток. В действительности, черная дыра – это динамический объект, и ее горизонт событий является глобальной структурой, которая определяется всей будущей историей пространства-времени. Строго говоря, чтобы определить, где проходит горизонт событий в данный момент, нужно знать все будущее Вселенной, потому что горизонт определяется как граница области, из которой сигналы никогда не достигнут бесконечности.
Если в далеком будущем к черной дыре упадет дополнительная масса и горизонт расширится, то области, которые сейчас казались находящимися за пределами горизонта, окажутся внутри него, и для определения этого необходимо заглянуть в будущее. Это телеологическое свойство горизонта событий создает концептуальные трудности и послужило одной из причин, по которой физики разработали альтернативные понятия, в частности, видимый горизонт (apparent horizon) и ловушечную поверхность (trapped surface), которые определяются локально и не требуют знания будущего. В контексте слияний черных дыр, зарегистрированных Лига и Вирго, динамическая природа горизонта проявляется наиболее ярко. В процессе слияния форма горизонта претерпевает сложную, сильно нелинейную эволюцию. Два отдельных горизонта деформируются, сближаются и в конечном счете объединяются в один, который затем расслабляется к стационарному керовскому состоянию. Численное моделирование этого процесса, так называемая численная относительность, развитая Францем Претти, Мануэлем Компаньеле и другими в 2000-е годы, требует решения полных нелинейных уравнений Эйнштейна на суперкомпьютерах и представляет собой одно из выдающихся достижений вычислительной физики. Именно результаты численной относительности позволяют Лига извлекать из гравитационно-волнового сигнала информацию о массах, спинах и орбитальных параметрах сливающихся черных дыр. Еще один важный наблюдательный канал – это приливные разрушения звезд – Tidal Disruption Events – TDE. Когда звезда подходит достаточно близко к сверхмассивной черной дыре, приливные силы разрывают ее на части. Примерно половина вещества звезды выбрасывается в пространство на гиперболических траекториях, а другая половина остается гравитационно связанной с черной дырой и со временем аккрецируется, формируя временный аккреционный диск и генерируя мощную вспышку в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Наблюдение таких вспышек позволяет увидеть, как вещество звезды поглощается черной дырой в реальном времени, а спектральный и временной анализ излучения восстановить детали этого процесса. К настоящему моменту обнаружены десятки кандидатов в TDE, и они согласуются с теоретическими предсказаниями. Нельзя также обойти вниманием роль магнитных полей в процессе аккреции. Магниторотационная неустойчивость (MRI), открытая Стивеном Балбасом и Джоном Хоули в 1991 году, считается основным механизмом генерации турбулентности и эффективной вязкости в аккреционных дисках. Без магнитных полей аккреционный диск был бы слишком стабильным. Газ на кеплеровских орбитах вращается дифференциально. Внутренние слои быстрее, внешние медленнее. Но без механизма переноса углового момента наружу он не мог бы эффективно падать на черную дыру. MRI обеспечивает этот перенос, делая аккрецию возможной. Современные трехмерные магнитогидродинамические симуляции аккреции на черные дыры, использующие полный аппарат общерелятивистской магнитогидродинамики ГРМАД, достигли уровня, позволяющего генерировать синтетические изображения, сопоставимые с данными EHT, что является впечатляющей проверкой теории. Рассмотрим еще один теоретический аспект, имеющий непосредственное отношение к судьбе вещества. Речь идет о так называемой космической цензуре. Гипотезе, сформулированной Роджером Пенроузом, согласно которой сингулярности, возникающие в результате гравитационного коллапса, всегда скрыты за горизонтами событий и недоступны для внешних наблюдателей. Если бы гипотеза космической цензуры была нарушена, существовали бы голые сингулярности. Сингулярности без горизонта, видимые всей Вселенной. В присутствии голой сингулярности будущее пространство-времени не определяется начальными условиями, поскольку из сингулярности может выйти что угодно. Это означало бы крах детерминизма общей теории относительности. Гипотеза космической цензуры не доказана в общем виде, но все известные реалистичные сценарии коллапса приводят к формированию горизонта, скрывающего сингулярность. Контрпримеры существуют, но они требуют специальных и нереалистичных начальных условий. Для нашего вопроса это означает, что природа, по-видимому, гарантирует, что место назначения вещества, падающего в черную дыру, навсегда скрыто от внешнего мира. Мы можем строить теории о том, что там происходит, но мы не можем это наблюдать непосредственно. Это фундаментальное ограничение познания, имеющее не технический, а геометрический характер. В заключительной части этого анализа имеет смысл затронуть вопрос о кротовых норах, гипотетических туннелях в пространстве времени, соединяющих удаленные области. В решении Кера для вращающейся черной дыры математически существует возможность прохождения через кольцевую сингулярность и выхода в другую область пространства-времени. В решении Рейснера-Нордстрёма
Для заряженной черной дыры существуют внутренние, коши, горизонты, за которыми открываются другие миры. Однако, эти математические возможности, по всей видимости, не реализуются физически. Внутренний горизонт коши является нестабильным. Малейшее возмущение, например, падение даже одного фотона, приводит к его трансформации в сингулярность за счет бесконечного голубого смещения падающего излучения. Это явление, известное как нестабильность массовой инфляции (Mass Inflation Instability), было впервые описано Эриком Пуассоном и Вернером Исраэлем в 1990 году. Таким образом, внутренняя структура реалистичной черной дыры, по-видимому, значительно проще, чем математическое решение. Нет ни кротовых нор, ни проходов в другие вселенные, ни внутренних горизонтов. Есть только сингулярность, или то, что квантовая гравитация поставит на ее место. Кротовые норы, которые можно было бы использовать для путешествий, так называемые проходимые кротовые норы, требуют для своего существования экзотической материи с отрицательной плотностью энергии. Хотя квантовые эффекты, такие как эффект Казимира, допускают локальные отрицательные плотности энергии, масштаб этих эффектов микроскопический, и создание макроскопической проходимой кротовой норы выходит за пределы известной физики. Важно подчеркнуть, падение вещества в черную дыру не создает проходимую кротовую нору. Вещество, попавшее за горизонт, не появляется где-то еще во Вселенной. Эта научно-фантастическая идея не подтверждается ни одной из серьезных теоретических моделей. Подведем итог, собрав воедино все нити рассуждения. Вещество, падающее в черную дыру, проходит через несколько фаз. На первой фазе, до достижения горизонта, оно разогревается в аккреционном диске, излучает огромное количество энергии в виде электромагнитного излучения, может быть частично выброшено обратно в ветрах и джетах. Значительная часть гравитационной потенциальной энергии высвобождается на этом этапе. На второй фазе, при пересечении горизонта, вещество становится каузально изолированным от внешнего мира. Для внешнего наблюдателя оно застывает на горизонте в виде экспоненциально тускнеющего образа. Масса черной дыры увеличивается, площадь горизонта растет, энтропия увеличивается. На третьей фазе, движения внутри черной дыры к сингулярности, вещество испытывает нарастающие приливные силы и разрушается. Сначала на молекулярном, затем на атомном, затем на субатомном уровне. В классической общей теории относительности этот процесс завершается в сингулярности, где все физические описания разрушаются. На четвертой гипотетической фазе, в области планковских масштабов, вступают квантово-гравитационные эффекты, природа которых пока неизвестна. Возможно, вещество перекодируется в степени свободы квантовой гравитации. Возможно, оно претерпевает отскок и возвращается в виде белой дыры. Возможно, оно формирует начальное состояние новой Вселенной. На пятой, ультрадолгосрочной фазе, через десятки порядков лет, черная дыра полностью испаряется посредством излучения Хокинга, и вся масса энергии, включая массу энергию поглощенного вещества, возвращается в пространство в виде диффузного излучения. Информация, вероятно, возвращается вместе с этим излучением, хотя в закодированном виде, недоступном для практической расшифровки. Каждый из этих уровней описания соответствует определенной физической теории и определенному уровню нашего понимания. Первый и второй уровни хорошо описываются общей теорией относительности и подтверждены наблюдениями. Третий уровень описывается общей теорией относительности, но находится за пределами наблюдательной доступности. Четвертый уровень требует квантовой теории гравитации, которая не построена. Пятый уровень описывается квантовой теорией поля в искривленном пространстве времени, но полная картина, в частности, возврат информации, требует квантовой гравитации. Черные дыры таким образом являются не просто экзотическими астрофизическими объектами, а лабораториями, в которых проверяются самые фундаментальные представления физики о природе пространства и времени, о смысле информации, о взаимоотношении квантовой механики и гравитации. Вопрос «Куда девается вещество в черной дыре?» звучит обманчиво просто, но в действительности он затрагивает самые глубокие нерешенные проблемы теоретической физики, и полный ответ на него, когда он будет получен, вероятно, потребует радикального пересмотра наших представлений о том, из чего состоит реальность. Необходимо сделать еще одно существенное замечание. На протяжении всего предшествующего изложения черная дыра рассматривалась преимущественно как изолированный объект, но реальные черные дыры существуют в контексте расширяющейся Вселенной. Расширение Вселенной влияет на долгосрочную судьбу черных дыр. В сценарии с положительной космологической постоянной, что по имеющимся данным соответствует нашей Вселенной, каждая черная дыра со временем окажется окружена космологическим горизонтом, границей области, из которой свет уже не может достичь далекого наблюдателя из-за ускоренного расширения пространства.
В бесконечно далеком будущем каждая черная дыра окажется в одиночестве, окруженная пустотой, и будет медленно испаряться за счет излучения Хокинга. Температура космологического горизонта де Ситера, порядка 10 в минус 30 степени Кельвина для наблюдаемых значений космологической постоянной, играет роль минимальной температуры среды. И когда температура Хокинга черной дыры сравняется с ней, процесс испарения может приобрести иной характер. Однако детали этого процесса зависят от тонких вопросов квантовой теории поля в пространстве де Ситера, которые сами по себе являются предметом активных исследований. Наконец, стоит коснуться вопроса о том, как судьба вещества в черной дыре связана с проблемой квантовой гравитации в целом. Черные дыры – это не единственная ситуация, в которой общая теория относительности предсказывает сингулярности. Другой фундаментальный пример – начальная сингулярность Большого взрыва. По теоремам Пенроуза-Хокинга, сингулярность Большого взрыва столь же неизбежна, как сингулярность внутри черной дыры. Квантовая гравитация, которая разрешает одну, должна разрешить и другую. Если петлевая квантовая гравитация права и сингулярность внутри черной дыры заменяется квантовым отскоком, то и Большой взрыв мог быть квантовым отскоком от предшествующей фазы сжатия. Сценарий, известный как «большой отскок». Если теория струн права и сингулярность разрешается струнными эффектами, то и начало Вселенной должно описываться в рамках струнной космологии. Вопрос о судьбе вещества в черной дыре, таким образом, неразрывно связан с вопросом о происхождении и природе самой Вселенной. Можно сказать, что черная дыра – это место, где известная физика заканчивается и начинается физика, которая еще не создана. Вещество, падающее за горизонт, пересекает не просто каузальную границу пространства-времени, но и границу нашего знания. Оно входит в область, где уравнения, описывающие его поведение, перестают быть надежными, где привычные понятия пространства, времени, массы, энергии и даже самого существования могут утрачивать применимость. И именно поэтому черные дыры остаются одним из главных объектов исследования в фундаментальной физике. Не потому, что они загадочны в бытовом смысле слова, а потому, что они с безжалостной математической точностью указывают на границы наших теорий и вынуждают нас искать более глубокое описание реальности. Вся совокупность имеющихся данных и теоретических результатов позволяет утверждать, что вещество, попадающее в черную дыру, не исчезает в небытии. Оно трансформируется, перекодируется, рассеивается, но сумма его массы энергии и, по всей вероятности, вся содержащаяся в нем информация сохраняются в форме увеличенной массы черной дыры, в форме увеличенной энтропии, в форме тончайших квантовых корреляций будущего излучения Хокинга. Черная дыра – это не уничтожитель, а преобразователь, и понимание того, как именно работает это преобразование, является одной из центральных задач физики 21 века.